В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота было долго рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да, попадало в окно 3 желтых фонаря. 2 на зоне, 1 внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палке выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему. До развода было часа полтора времени своего, не казенного. И кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички, богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться в круг кучи, не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь. Или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку. Тоже накормят. Но там охотников много, отбою нет. А главное, если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузьмина. Старый был лагерный волк, сидел к 943 году уже 12 лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: «Здесь, ребята, закон тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает, кто миски лежит, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать». Насчет кума это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только бережение их на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься? На окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку, здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из 8 ведерных параш. Считается инвалид, легкая работа. А ну-ка, поди вынеси, не пролья. Вот в 75-й бригаде хлопнули о пол связку валенок из сушилки. А вот и в нашей. И наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак, к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил. Сегодня судьба решается. Хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект – соцбытгородок. А соцбытгородок тот – поле голое, в увалах снежных. И прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих же натягивать, чтобы не убежать. А потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет, ни конурки. И костра не разведешь. Чем топить? Вкалывай на совесть. Одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, за место себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести, а то и килограмм. Избыток не убыток. Не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денек освободиться? Ну, прямо все тело разнимает. И еще, кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, 1,5 Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь, прямо страшно, а узнали его? Из всех дежурняков покладистей.
Ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую 9-й барак. Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое. Наверху сосед Шухова Баптист Алешка, а внизу Буйновский, капитан 2-го ранга бывший, Ковторанг. Старики дневальные, вынеся обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул: «Эй, фитили!» и запустил в них валенком: «Помирю!» Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир. «Василь Федорович, в продстоле передернули, гады. Было 904, а стало 3 только. Кому ж не додать?» Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала, или забила бы в ознобе, или ломота прошла, а то, ни сё. Пока Баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно: «Ну, держись, краснофлотцы, 30 градусов верных». И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой татарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо. «Ще 854», – прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток кондея с выводом». И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотни клопяных вагонах спало 200 человек, сразу заворочились и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал. «За что, гражданин начальник?» Придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. «С выводом на работу это еще полкарцера. И горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер – это когда без вывода. По подъему не встал? Пошли в комендатуру», – пояснил татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом мятом лице татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго, кого бы. Но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу, переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых, но отпроситься у татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной, уже поблекшей краской номер Ще 854. Надел телогрейку, на ней таких номера было 2, на груди один и один на спине. Выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутом и номером спереди, и вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему, да и что скажешь. Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются. Так и вышли вдвоем.